Ну что, давно просили сделать обзор чернил из краски, так сказать, самодельные. Поэтому вот осталось немного бернера после куска. Покажу, как сделать заправку из этого. Спускаем давление по максимуму, просто переворачивая и выпуская. Короче, по максимуму спускаем. Дальше либо просто выливаем в банку, как с хэпа, либо пробиваем. Я предпочитаю пробивать. Пробиваем. Пробивать удобнее каким-нибудь ножом сразу с двух сторон, чтобы меньше краски уходило. После отрезаем верхушку, либо переливаем в какую-то свою тару. У меня тара здесь нет, поэтому я обрежу сейчас верхушку. Ну и дальше самое главное. Краска под давлением, поэтому если сразу зальете ее в маркер, то когда нажмете на перо, краска брызнет во все стороны. Многие спрашивают именно об этом моменте. Краску нужно либо оставить на несколько дней в таком виде, чтобы давление вышло, краска выветрилась, либо сделать водяную баню. Так как у меня времени здесь нету, стоять ждать, пока она выветрится, поэтому я сделаю второй вариант. Сейчас покажу. Делаем, понятное дело, максимально аккуратно, чтобы кухню не захуярить. Тём, когда ешь на фортепиано, сыграешь нам? Не вопрос. Собачий вальс. Короче, дальше берем и делаем водяную баню. Наливаем чуть воды в кастрюлю, ставим краску. Да, видно, нет, нормально. И когда начинает закипать, выключаем. До кипения особого не доводим. Краску, быстрее будет выходить давление, газа, как не знаю правильно сказать. Можно иногда мешать. На газ краску, понятное дело, не роняем, потому что она вспыхнет, загореться может. Это же краска. Поэтому делаем аккуратно. Легче, конечно, просто отрезать, поставить и подождать дня 3. Иногда помешивая, пока краска просто выветрится. Но так как, повторяю, я в трипе, у меня нет времени ждать 3 дня и возить с собой вот в таком виде. Поэтому я делаю просто водяную баню. Сейчас начнет закипать, выключу. Так пару раз прогоню, чтобы краска без давления была. И заправлю в маркер и покажу, как тегает уже. А там делайте выводы. Хорошо, конечно, было бы просто в обувную губку какую-нибудь, чтобы толстый хромовый маркер был. Раньше так все делали. Некоторые мои друзья до сих пор используют только такой хром в обувных губках. Но у меня с собой нету, я взял просто молотов. Вот у меня дриппер был в самолете. Поэтому я заполню в него и посмотрим уже, как тегает, чисто в таком маркере. Все, всем йоу. Там смотрите, делайте выводы до следующего обзора. В общем, ждем, пока вода начнет закипать.
Выключаем и пусть постоит немного. Вообще, конечно, в идеале просто, чтобы она дня два постояла в открытом виде и выветрилась. Но, говорю еще раз, времени нету, поэтому делаю такую херню. Вода нагрелась, отключаем. И пусть постоит полчасика. Потом еще раз так же сделаю. И все. Лучше, конечно, надо придержать, а то если упадет, кастрюле тоже будет конец. Мамка не одобрит. Все, чернила для маркера готовы. Главное, повторяюсь, чтобы краска постояла хотя бы 2-3 дня в открытом виде, если не хотите кипятить. Когда она выветрится, давление уйдет, можно спокойно тегать в любом маркере. Я покажу. Сейчас посмотрим. Да. Не до собаки, а до кучи.
Че грустишь, пойдем тегать. Погнали. Хорошо. Ничего не хорошо. Через 15 лет приеду, посмотрю. Сами тоже особо парами не дышите. По-любому вредно.